Привет! Меня зовут Сергей. И снова на улице хорошая погода, и я решил записать вступление к этому видео на свежем воздухе. Хотя сейчас не сезон учебы, но мы с вами снова сделаем брелочек для ручки. Мы уже в таком стиле делали лису, а в этом видео сделаем зайца. Этот урок будет не очень простым, но, надеюсь, он будет вам понятен, потому что я постарался и объяснить, и показать вам максимально подробно процесс плетения этого брелка, ну, собственно, как и обычно в моих уроках. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. Работу мы начнем с создания некоторых отдельных частей этого зайца, которые будем постепенно соединять в единое целое. И начнем работу с создания ушей. Я буду делать зайца из резинок серого цвета. Вы можете использовать белый цвет или любой другой, который вам нравится. Берем одну резинку, скручиваем ее на пальцах в 2 оборота и накидываем с первого на второй столбик центрального ряда. И для уха мы будем всегда скручивать резинки в 2 оборота. Берем еще одну, тоже скручиваем в 2 оборота и накидываем со второго столбика центрального ряда на второй столбик правого ряда. С левой стороны накидываем точно так же. Скрученную вдвое резинку. Далее по левому и правому ряду вниз мы должны накинуть 4 скрученных вдвое резинки последовательно. Давайте начнем, например, с правого ряда. Одна резинка. Вторая. Третья. И четвертая. Соединяем теперь правый ряд с центральным, накидывая резинку немножко по диагонали вниз. Тоже скрученную вдвое. Теперь накидываем точно так же с левой стороны последовательно 4 резинки. Со второго на третий столбик. С третьего столбика на четвертый. С четвертого на пятый. И, наконец, с пятого столбика на шестой. Соединяем теперь левый ряд с центральным, накидывая скрученную вдвое резинку по диагонали и немножко вниз. На вот этот последний столбик центрального ряда нам нужно накрутить одну серую резинку и закрутить ее здесь 4 оборота. Накинули, получился 1 оборот. Закручиваем второй оборот, третий оборот и четвертый. Далее нам нужно накинуть поперечные резинки, их тоже мы будем скручивать вдвое. Берем одну, скручиваем и накидываем на третьи столбики левого и правого ряда. Эта резинка сильно у нас натягивается, будьте осторожны. Берем еще одну резинку, тоже скручиваем вдвое, накидываем на 4 столбик левого и 4 столбик правого ряда. Еще одну резинку накидываем вот сюда. Это у нас получаются 5 столбики левого и правого ряда. И теперь мы можем перейти к процессу плетения, а он здесь очень прост. Заводим крючок в последний столбик и отодвигаем тыльной стороной резинку, которая закручена 4 оборота. Захватываем резиночку, скрученную вдвое, которая находится выше. Снимаем и накидываем на столбик, которому она принадлежит. В моем случае это столбик левого ряда. И продолжаем до конца плести левый ряд. Изнутри захватываем, снимаем, накидываем вперед, отодвигаем поперечную резинку, изнутри захватываем пару. Точнее, это не пара, это скрученная вдвое резинка, но она выглядит как пара. Здесь далее поперечную отодвигаем, изнутри захватываем резинку вперед, изнутри
опять вперед. И следующая резинка у нас идет на столбик центрального ряда. Пока вот эту мы не плетем, оставим ее на потом, а сплетем правый ряд. Отсюда же начинаем, изнутри захватываем на правый ряд и по правому ряду просто гоним вперед, отодвигая поперечные резинки. Далее пару нам нужно накинуть на второй столбик центрального ряда. Опять я говорю пара, но это одна резинка. Вы понимаете, я думаю. И, наконец, нам осталось сплести вот эту резинку. Захватываем ее изнутри со второго столбика, снимаем с него и накидываем на первый столбик центрального ряда. Далее нам понадобится вспомогательный крючок или какая-нибудь зубочистка, спичка, палочка. Мы вставляем ее в первый столбик центрального ряда сквозь все резинки и аккуратненько с помощью крючка все остальное снимаем со станка. На последнем столбике резиночки тоже снимаем, но на крючок, чтобы они у нас здесь пока находились. Расправляем ухо. Вот такая деталь у нас получилась. Теперь отмотайте это видео немножко назад и сделайте еще одно точно такое же ухо. Оно уже у меня предварительно сделано, и поэтому я готов перейти к следующему этапу плетения. А следующий этап – это создание лобной части. Та часть, куда будут крепиться уши. Теперь мы будем накидывать уже по 2 резинки. Берем пару и накидываем по левому ряду с 1 на 2 столбик. И затем со 2 на 3 столбик тоже пару. Далее по правому ряду накидываем с 1 на 2 столбик и со 2 на 3. А вот по центральному ряду нам нужно накинуть 3 пары. Начиная с 1 столбика на 2, затем далее и еще одна пара. Соединяем левый ряд с центром парой резинок и правый ряд с центром тоже парой резинок. Теперь нам нужно накинуть поперек тоже пары. Берем 2 резинки и накидываем на 2 столбик каждого ряда. Здесь на 2, здесь на 2 и вот здесь на 2. Получился треугольник. Чуть ниже, на 3 столбике каждого ряда, нам нужно накинуть еще одну пару. Накидываем 1, 2, 3. Все, резинки накинуты. Единственное, что нам осталось, это еще одну накинуть вот на этот 4 столбик центрального ряда и закрутить ее здесь 4 оборота. Накинули, это 1 оборот. Закручиваем 2, 3 и 4 оборот. Готовим наши уши, они нам почти сразу понадобятся, и начинаем плетение. Заводим крючок в центральный столбик, отодвигаем 4 оборота и захватываем пару, которая находится выше всего. У меня эта пара относится к столбику правого ряда. Я ее сюда и накидываю. Вновь заводим крючок сюда же, захватываем следующую пару. Она у меня относится к столбику левого ряда, я ее сюда и накинул. И, наконец, последняя пара. Изнутри захватываем, накидываем на впереди идущий столбик и продолжаем плести этот центральный ряд. Изнутри захватываем пару вперед и здесь изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Здесь у нас пока резинки не сплетены, потому что нам нужно взять уши и прикрепить их сюда. Мы берем одно ухо и накидываем все петельки, которые у нас находятся на вспомогательном крючке, накидываем их на основной крючок. Вот так. Теперь захватываем пару резинок, которая соединяет 2 и 3 столбик. Захватываем, конечно же, изнутри. Снимаем с этого столбика. Вот на эту резинку накидываем ухо и накидываем ее дальше, вперед, на 2 столбик этого ряда. И продолжаем плетение. Заводим крючок сюда, отодвигаем поперечную треугольную
Изнутри захватываем пару, снимаем и накидываем вперед. Точно так же будем работать и с правым рядом. Возьмем наше ухо, которое пока отдельно, вставим петельки на основной крючок, вспомогательный убираем, захватываем вот эту пару резинок изнутри, отодвигаем лишнее изнутри, в самом низу захватываем пару, накидываем на нее ухо и накидываем эту пару на второй столбик правого ряда. Теперь отодвигаем поперечную резинку, изнутри захватываем пару и накидываем вперед. Все мы с вами сплели. Теперь нам понадобятся тоже или вспомогательные крючки, или зубочистки. 3 штучки. Я в этот раз воспользуюсь зубочистками. Возьму одну, накидываю ее сквозь столбик левого ряда, первый, следующую сквозь столбик центрального ряда и третью сквозь столбик правого ряда. И аккуратненько все снимаем, что мы с вами наплели. Аккуратно, чтобы петли у вас не соскочили вот с этих зубочисток, а именно остались на них. Станок временно отодвину и покажу вам, что у нас получилось. Вот такая деталь. Посмотрите, петли находятся на зубочистках, уши прочно прикреплены к основе. Откладываем эту деталь в сторону, и сейчас мы займемся работой над самой сложной основной деталью. Накидываем резинки парами. С первого на второй столбик пару, затем с левой стороны с первого на второй столбик и с правой стороны тоже с первого на второй столбик. Соединяем центральную часть с левой частью и центральную часть с правой частью, накидывая резинки со второго на второй столбик соответственно. По правому ряду пару и по левому ряду тоже накидываем пару. Соединяем теперь к центру, слева к центру накидываем и с правой стороны тоже накидываем к центру. Теперь по левому ряду нам нужно накинуть 3 пары последовательно. И, собственно, по правому ряду то же самое. Накидываем 1 пара, затем 2 пара и, наконец, 3 пара. Справа делаем то же самое. Накидываем последовательно 3 пары. 1, 2 и 3. По центральному же ряду накидываем сначала 1 пару, затем берем 3 резинки, накидываем их дальше, и ниже накидываем вновь пару. Соединяем теперь левый ряд с центральным, парой резинок, и правый ряд с центральным, тоже парой резинок. Вот здесь у нас будет нос. Но около носа есть такие выпуклости, как бы верхняя губа зайца, и мы ее с вами сейчас сотворим. Для этого возьмем 2 резинки, накрутим их 3 оборота на крючке. Накинули 1 оборот, закручиваем 2 и закручиваем 3 оборот. Захватываем вот эту пару, которая соединяет левый ряд с центральным. Все резиночки захватываем, снимаем их аккуратненько и скидываем на них вот эти обороты, которые мы только что накручивали. И возвращаем на столбик обратно резиночки, которые с него только что сняли. Здесь нам нужно поступить точно так же. То есть берем 2 резинки, накручиваем 1, 2, 3 оборота. Захватываем резинку, соединяющую правый ряд с центром, и накидываем на нее, на эту пару, обороты, которые мы только что сделали. А вот эту пару возвращаем обратно на столбик. Теперь на центральный столбик нам нужно накинуть 1 розовую резинку. Это у нас будет, собственно, сам носик. Я выбрал розовый цвет, вы можете выбрать бежевый, черный или какой вам нравится. Закручиваем 1, затем 2, 3 и 4 оборот.
Замечательно. Далее сделаем глаза. Выберите тот цвет резинок, который вы хотите видеть на глазах. Я выберу, например, желтый цвет. И черные резинки также нам понадобятся, чтобы сделать центральную часть глаза. Возьмем одну резинку черную, закрутим 1-2 оборота. Натянем теперь эти 2 оборота и накинем на крючок еще раз. Далее возьмем желтую, накрутим ее с правой стороны 2 оборота от черной и с левой стороны 2 оборота от черной. Накручиваю справа 2 оборота и слева 1 и 2. Теперь возьму одну серую резинку, скручиваю ее на пальцах в 2 оборота, накидываю на кончик крючка, и на нее нам нужно сейчас снять вот этот будущий глаз. Натягиваю все резинки и снимаю. И накидываем с 4-го столбика левого ряда на 5-й столбик центрального ряда. Одну часть сюда, на 4-й, а другую часть вот сюда, на 5-й столбик центрального ряда. С правой стороны сделаем точно такой же глаз. Черная резинка, 1 и 2 оборот. Берем эти 2 оборота, накидываем на крючок еще раз. Желтую, справа, 1-2 оборота и слева, 1-2 оборота. Теперь серая. Скручиваем на пальцах в 2 оборота. Накидываем на крючок, натягиваем вот эту часть и скидываем ее на скрученную вдвое серую резинку. И накидываем на 4-й столбик правого ряда одну часть и, соответственно, на 5-й столбик центрального ряда другую часть. Далее накинем поперечные резинки. Возьмем 2 и накидываем вот сюда, на самые последние столбики. 1, 2, 3. Вот такой треугольник у нас получился. Теперь чуть выше накидываем тоже треугольник. 1, 2, 3. И чуть выше, где у нас находятся глаза, тоже накинем такой треугольник. 1, 2, 3. И у нас получилось 3 треугольника. 3 поперечных пары резинок. И сейчас мы уже, в принципе, готовы перейти к процессу плетения. Заводим крючок в центральный столбик, отодвигаем скрученную в 4 розовую резинку и захватываем пару, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится к столбику правого ряда. Я ее сюда и накидываю. Опять заводим крючок сюда, захватываем еще одну пару, которая выше. У меня она относится к столбику левого ряда, я ее сюда и накидываю, и центральная пара снимаю изнутри и накидываю на впереди идущий столбик. Теперь еще раз вот эту центральную мы с вами снимем и накинем вперед. Пока остановимся и поработаем с левым и с правым рядом. Заводим крючок сюда. Отодвигаем верхние резинки, захватываем изнутри пару, снимаем, накидываем вперед. Отодвигаем теперь изнутри, снимаем, накидываем вперед. Пока остановимся, и здесь тоже справа. Изнутри пара вперед. Отодвигаем поперечные, изнутри пара вперед. Теперь, внимание, нам понадобится вот эта часть, которую мы с вами делали раньше. Расположите ее таким образом, чтобы петли смотрели на вас, а уши, чтобы смотрели вниз. Вот как сейчас в моем случае я ее держу. Далее возьмем крючок и обратим внимание на часть, которая смотрит наверх, а именно на центр. Вот здесь у нас есть резинка, которую мы накручивали 4 оборота, а чуть ниже есть петля. И нам нужно засунуть крючок как раз в эту петлю. Это получается у нас самая первая петля в центре, не считая резинки, которая вот здесь у нас накручена несколько оборотов. И крючок вытаскиваем снизу. Уши смотрят тоже вниз. Теперь нам нужно захватить резинку, которая соединяет в центре 5 и 4 столбик. Отодвинув, конечно же, резинки глаз.
Изнутри захватываю пару, соединяющую 4 и 5 столбик, снимаю со столбика аккуратненько, вытягиваю, насколько позволяет возможность и прочность резинок, и просовываю на эту резинку вот эту часть с крючка. Вытащили сверху и накидываем на 4 столбик центрального ряда. Все, уши у нас закреплены. Теперь мы можем сплести резинки, которые идут с 4 столбика, в левую сторону и в правую сторону. Заводим сюда крючок, захватываем пару, которая находится выше. У меня она относится к столбику правого ряда. Я ее сюда и накидываю. И еще одну пару захватываю и накидываю на столбик левого ряда, куда она тоже относится. Еще у нас не сплетены вот эти резинки, соединяющие 3 и 4 столбик, с одной и с другой стороны. Давайте их сплетем. Заводим крючок в 4 столбик, отодвигаем все резинки, изнутри захватываем эту пару, снимаем и накидываем вперед. Далее изнутри захватываем следующую пару этого ряда, снимаем и накидываем вперед. Теперь остановимся, дальше не спешим. Справа делаем то же самое. С 4 столбика изнутри захватываем пару резинок, снимаем и накидываем вперед. И далее тоже изнутри снимаем и накидываем вперед. Сплетем диагональные резинки. Справа на центр и слева на центр, тоже диагональную. Опустим на 2 столбике центрального ряда резиночки немножко вниз и на 2 столбиках левого и правого ряда, потому что сюда сейчас мы будем накидывать вот эту часть. Возьмите зубочистку или вспомогательный крючок, которая у нас относится к левой стороне. У нас есть вот центральная часть, есть правая часть, а есть левая часть. И вот эти петли с левой части нам нужно натянуть и накинуть на 2 столбик вот этого левого ряда. Накидываем, все, и убираем нашу зубочистку. Теперь аккуратненько захватываем резинки, снимаем и накидываем на впереди идущий столбик. С правой стороны поступим точно так же. Вот эти петли натягиваем и накидываем на 2 столбик правого ряда. Зубочистку убираю. Плету вот эту пару со 2 на 1 столбик. И, наконец, осталась центральная часть, которую мы натягиваем и накидываем на 2 столбик центрального ряда. Вот эти петли накидываю. И, наконец, плетем последнюю пару. Отодвигаем все верхнее, все лишнее. Изнутри захватываем эту пару. Снимаем и накидываем на впереди идущий столбик. Все, самая сложная часть у нас сплетена. Теперь в последние столбики мы вновь вставим зубочистки в левый столбик, в центральный столбик и в правый столбик. И снимем все наше плетение со станка, чтобы вот эти петли у нас остались на зубочистках. Будьте внимательны, чтобы они у вас не слетели ни с зубочисток, ни со станка. И далее мы перейдем к созданию нижней части. Это уже немножко проще. А самая сложная часть была как раз сейчас. Мы ее с вами сделали. Можем уже с надеждой выдохнуть. С надеждой на то, что у нас все получится и будет все замечательно, прекрасно. И не только в плетении, но и в жизни. Аккуратно снимаю с левого столбика на зубочистке, с центрального. И с правого столбика тоже сейчас мы снимем резинки на зубочистке.
По 4 петельки на каждой зубочистке сейчас должно находиться. Все, вот такая деталь у нас готова. Конечно, глаза мы должны вытащить на лицевую сторону. Один глаз и второй тоже вытащим. Так, ну это все дело мы с вами поправим чуть позже, когда сплетем нижнюю часть и соединим вот эту часть головы с остальной частью. Итак, приступаем к накидыванию резинок нижней части головы. Берем пару и накидываем по центральному ряду последовательно 2 пары. Одна и вторая. С левой стороны тоже накидываем одну и вторую пару. И с правой стороны тоже 2 пары последовательно. Одна и вторая. Соединяем центральный ряд с левым рядом и центральный ряд с правым рядом. По левому и правому вниз накидываем по одной паре резинок. Вновь идем к центру, справа к центру и слева тоже к центру. По левому и правому ряду вниз накидываем по одной паре. А далее уже будем накидывать резинки не парами, а скрученные вдвое. По центральному ряду 3 штучки, по левому и по правому ряду по 2 штучки. Берем одну, скручиваем вдвое и давайте, например, начнем с центра. Одна резинка, следующая. Скручиваем вдвое, вторая. И еще скручиваем вдвое, получается третья. По левому ряду накинем 2 резинки. Одна. И чуть ниже вторая. С правой стороны. Одна. И чуть ниже вторая. Соединяем левый ряд с центром, скрученной вдвое резинкой. И правый ряд тоже соединяем с центром, скрученной вдвое резинкой. На последний столбик центрального ряда нам нужно накрутить одну серую резинку 4 оборота. Накидываем 1 оборот, закручиваем второй, третий и 4 оборот. Далее будем накидывать поперечные резинки. На вторые столбики каждого ряда накинем пару серых. Здесь на второй, по центру и справа на второй. У нас получился треугольник. А ниже нам нужно накидывать резинки, скрученные вдвое. На вот эти последние столбики скручиваю вдвое, накидываю 1, 2, 3. Это один треугольничек. Еще одну резинку берем чуть выше, накидываем треугольником. 1, 2, 3. И еще одну берем, тоже скручиваем 2 оборота и накидываем выше. 1, 2 и 3. Здорово, великолепно. Далее сделаем язык. Для создания языка понадобятся нам 3 розовых резинки. Возьмем одну, скрутим ее в 2 оборота и накинем, если считать с самого конца, со второго на третий столбик. Еще одну резинку тоже скручиваем вдвое и накидываем со второго на первый столбик. На этом первом столбике нам нужно закрутить третью резинку 4 оборота. 1, закручиваем второй, третий и 4 оборот. И плетем эту часть. Хотя она нам чуть-чуть позже понадобится, но мы ее все равно сплетаем. Изнутри вперед и изнутри вперед. Пока можно со станка не снимать, пусть так и висит. А мы приступаем к плетению вот этой части. Заводим крючок в центральный столбик и отодвигаем 4 оборота верхней резинки. Захватываем пару, которая находится выше всего. У меня эта пара относится к столбику правого ряда. Следующая пара относится к столбику левого ряда, я ее сюда накидываю.
А последняя пара относится к центру. Мы накидываем ее на впереди идущий столбик и продолжаем плести вот этот центральный ряд до последнего столбика. Изнутри снимаю, захватываю вперед, изнутри снимаю и накидываю вперед. Далее возьмем наш язык, вот эти петли с третьего столбика снимаем и накидываем на пятый столбик центрального ряда петли, которые мы с вами только что сняли. И язык у нас закреплен. Далее мы продолжаем плетение. Левый и правый ряд. Отсюда начинаем. Отодвигаем все верхние резинки и захватываем скрученную вдвое резинку, которая находится в самом низу. Снимаем со столбика, накидываем вперед. Отодвигаем поперечную треугольную, захватываем изнутри скрученную вдвое, накидываем вперед. И пока скажем стоп. С правой стороны сделаем то же самое. Отодвигаем вот эти верхние резинки, изнутри захватываем скрученную вдвое вперед. Отодвигаем треугольную, изнутри скрученная вдвое идет вперед. А далее нам понадобится вот эта деталь, которую мы с вами делали немножко раньше. Давайте все-таки расправим вот эти глаза, чтобы они выходили наверх. Посмотрите, здесь у нас между глазами находится резинка. Слева две резиночки и чуть правее две резиночки. И вот этот глаз давайте как раз между этими резинками и просунем. Вот так это все должно выглядеть. И здесь точно так же. Ну, здесь, собственно, так у меня уже и сделано. Вот. Такая голова. Теперь давайте посмотрим на боковую часть. А именно на резинки, которые находятся чуть ниже глаза. У нас есть около глаза две резинки. Чуть ниже затем две резинки, вот эти, которые чуть ниже находятся. И еще ниже, если мы будем смотреть, у нас есть еще две резиночки. Именно в них нам нужно сверху и вонзить крючок. Что я, собственно, сейчас и сделал. Далее переходим к нашему станку и ставим голову так, чтобы нос смотрел на нас. Сейчас нам нужно захватить резинки с 5 на 4 столбик, которые соединяют вот эту пару. Отодвигаем поперечную, захватываем изнутри эту пару, которую я назвал, снимаем со столбика и просовываем сквозь резинки головы, сквозь которые мы сейчас крючок и продевали. Не захватите нечаянно ничего лишнего. И накидываем вперед на 4 столбик, то есть которому эта пара и принадлежит. Накидываем вот сюда. Теперь нам нужно накинуть другую часть этой головы, то есть вот эту. Посмотрите, здесь тоже чуть ниже глаза у нас находится пара резинок. И еще ниже. Нам нужно как раз вот в эту вторую пару завести крючок. И еще в пару, которая как бы третья получается. Так. Захватываем резиночки с 5 на 4 столбик. Отодвинув, конечно же, поперечную. Изнутри захватываем. Снимаем со столбика. Протаскиваем сквозь петли головы и накидываем на впереди идущий столбик. Я вот здесь поверну крючок, чтобы резинки более равномерно натянулись. И вот здесь тоже. Теперь у нас будет немножко сложный момент. Нам нужно вот эту часть головы слегка вперед наклонить, чтобы мы могли захватить резинки, которые находятся под языком. Аккуратно отодвигаем язык, захватываем пару, которая находится выше, снимаем
и накидываем на столбик, к которому она принадлежит. В моем случае это столбик левого ряда. И еще пару изнутри захватываем оставшуюся нижнюю, которая относится к столбику правого ряда. Вот сюда. Первый, второй, третий, четвертый столбик. И теперь продолжаем плетение вперед. Мы остановились вот здесь. Отодвигаем все верхнее. Захватываем эту пару, снимаем, накидываем вперед. С правой стороны сделаем точно так же. Изнутри, с четвертого столбика, накидываем на третий пару. Затем резинки вот отсюда, с третьего столбика левого на третий столбик центрального. И с правой стороны тоже с третьего столбика правого на третий столбик центрального. Вперед гоним теперь по одной паре на каждом из рядов. Здесь, здесь, изнутри, на второй столбик. И справа тоже изнутри, на второй столбик. На вторых столбиках опускаем резинки вниз. И сейчас будем накидывать вот эти резиночки с зубочисток. Натягиваем левую часть и накидываем на второй столбик. Левая часть, естественно, идет на столбик левого ряда. Накинули, зубочистку убираем. Изнутри захватываем самую нижнюю пару, снимаем и накидываем вперед. Теперь точно так же разберемся, допустим, с правой частью. Я беру зубочистку правую, накидываю на второй столбик правого ряда. Готово. Убираю, ухо мешает видеть, убираю зубочистку и плету резинку со второго на первый столбик правого ряда. И, наконец, накидываем центральную часть на второй столбик центрального ряда. С зубочистки все эти петельки у нас идут на второй столбик. Зубочистки даже не выдерживают натяжения резинок. Так. И плетем последнюю пару со второго на первый столбик центрального ряда. Теперь все наше плетение мы с вами снимаем со станка, кроме последних столбиков. С последних этих столбиков пока ничего не снимайте. Или придержите их пальцами, чтобы нечаянно у вас оттуда ничего не соскочило. А все остальное мы снимаем со станка. Итак, все сняли, кроме последних столбиков. А на последних столбиках мы должны сделать петельки. Как их делаем? На этом столбике у нас есть внизу пара и сверху пара. Нам нужно отодвинуть верхнюю пару, изнутри захватить нижнюю пару, вытащить ее со столбика и затянуть. И у нас получилась петля. По центру делаем то же самое. Заводим сверху, отодвигаем верхнюю пару, изнутри захватываем нижнюю пару и вытаскиваем ее со столбика. Затягиваем петлю, которая получилась. И, наконец, последний столбик. Отодвигаем верхнюю, изнутри захватываем нижнюю пару, снимаем и затягиваем. Все, станок откладываем в сторону и расправляем нашего зайца. Вот такая у него пасть получилась. Глаза выправляем наружу, чтобы они были более яркие, более заметные. Поправляем глаза, поправляем все, что нужно. Единственное, что нам мешают, вот эти петельки, которые торчат и немножко не в тему. Но если хотите, вы их так, конечно же, оставьте. Но если не хотите, вы можете их вплести. Просто захватываем какие-нибудь петельки, например, в нижней части головы зайца, и вплетаем их туда. Одну вплел, затем вторую вплетаю тоже куда-нибудь вниз. Еще одну.
Вот. Можно дальше вплести. Как пожелаете, как вам заблагорассудится, как вам нравится и сами как хотите. Ну, в общем-то, все. Теперь подготовим ручку и проверим работоспособность нашего зайца. Надевается ли он на ручку? Да, надевается, все в порядке, все отлично. Держится тоже нормально. Вот такой заяц получился. Вы можете, конечно же, делать из разных цветов. Вот у меня белые варианты есть. Я надеюсь, что этот урок вам понравился, поэтому поставьте лайк. Надеюсь, что вы с ним справились. Тогда напишите комментарий, справились ли вы с этим уроком или нет. Я надеюсь, что все-таки дошли до конца и справились. До новых встреч! Пока! И подписывайтесь на мой канал!